Привет, YouTube! Приветствую вас на своем канале. И сегодня у нас будет распаковочка одного из старших братьев стабилизатора для камер. Компания производит, начиная от маленьких стабилизаторов Zhiyun, Giant, неважно как она называется, от самых маленьких стабилизаторов для камер GoPro. Очень компактная, очень удобная. На него я сделал отдельный обзор. Он у меня довольно-таки давно уже в пользовании, но как-то обзору так и не дошло до него руки, но я обязательно на него сделаю. Также они производят стабилизаторы для смартфонов. Это Smooth 2, Smooth 3. Не сильно они отличаются, но у них есть небольшие различия. На него я также сделал обзор. Вот. Но сегодня у нас с вами распаковка самого старшего брата от этой компании. Пришла ко мне вот такая вот огромная посылочка. Отправлена из Китая, почтой DHL. Ну что, давайте посмотрим, что там внутри. Упаковано на славу. Ох, скотч они явно не пожалели. И вот оно. Вот он наш бокс. Такой красивый, с уголками, с пластиковыми. Сейчас мы попробуем это все извлечь из коробки. Проставлена коробка вот такими вот углами для сохранения, пластиковые уголки для сохранения коробки, бокса в товарном виде. Очень грамотно, молодцы. Мы их сохраним на всякий случай, на случай транспортировки по всем углам. Все 8 углов проставлены вот такими коробочками. Очень грамотно, молодцы. Что мы видим на коробке? На коробке мы видим скромненький такой дизайн. На коробке мы видим сам стабилизатор с камерой. С камерой Crane 2 или Crane 2. Может, нам, надеюсь, больше не понадобится. Можно его убрать в сторонку. Это нам тоже пока не понадобится. И нет, нож нам понадобится. Здесь у нас пломба. Ну, давайте смотреть, что там у нас внутри. Уже очень... Давайте вернемся к описанию на секундочку. Что мы здесь видим? Краткое описание на обратной стороне. Это индикатор OLED, это Real-Time Follow Focus, быстрый контроль и до 3,2 килограмма максимальная нагрузка. Вот. Дальше мы видим комплектацию, что у нас идет в комплекте. Вот. И давайте продолжим открывать наш бокс. Сейчас он у меня немножко кверх ногами. Это всегда волнующий такой момент, когда открываешь новую коробку и не знаешь, как она открывается. Первое, что нас встречает, это вот ремень. Капроновый ремень, карабинчики. Ну так себе карабинчики, но нормально, сойдет. Коробка высокая, большая, тяжелая. И, соответственно, коробка нам пока не нужна больше. Мы его берем из кадра. Здесь нас встречает... CD. Вот так и CD. Руководство пользователя. Вот сверху в коробке. Руководство пользователя на английском языке качественная полиграфия, хорошая, прям приятно держать в руках. Обязательно почитайте для владеющих английским языком. Для не владеющих английским я вам расскажу более подробные настройки в другом ролике. Сегодня у нас распаковка и первые впечатления. Ох, новый запах, новый, все новое, прям аж
Классно. Бокс классный, очень с такой ручкой, вы его взяли такой и пошли, как гангстер такой. Тун-тун-тун. Очень интересная, красивая молния, замочки. Не знаю, насколько он водонепроницаемый чехол, но, наверное, должен быть влагозащищенный. И вот оно. Вот оно, наше чудо. Сейчас вы его не видите полностью, я вам его покажу. На крышке ничего нет, крышка выполнена по форме внутренней части. Первое, что нас встречает, это алюминиевый монопод. Вот алюминиевый монопод с резиновым фиксатором. Ноги расставляют широко. Голова не крутится. Пока поставим его сюда. Ремень не берем, он нам не нужен. Также мы с вами видим в боксе здесь зарядное устройство Жин. Они произносят это очень сложно. Жин. Я вставлю в ролик оригинальное название. На 3 батарейки. 2 пакетика силикагеля. Самое важное. И, собственно, здесь мы с вами видим... Нет, еще нет. Здесь у нас есть маленький вот такой вот боксик. Очень прикольный, твердый. Все новое пахнет так красиво. Ага, здесь мы с вами видим провода, которые подписаны для Canon. Фирменный зарядный шнур USB, micro USB или micro USB, как вам удобнее, для зарядки. Уже вставлю. Type-C. Компания уже на Type-C все переходят. Здесь мы видим для Sony. Здесь же мы видим для Canon. А первый был у нас... Два мы видим провода для Canon. For Canon. Почему-то 2 провода для Canon. И еще один провод мы видим для Panasonic. То есть для Canon 2 идут. Все, с Canon мы разобрались. На одном Canon разъем мини USB, на другом микро USB. То есть 2 провода для Canon под разные камеры, микро и мини. И, собственно, он здоровый, он реально здоровый. Все, в боксе у нас больше ничего с вами нету. Увесистый, плотный, хороший бокс. Но большой. И, соответственно, здесь мы уже с вами видим сам стаб. Это 3-осевой подвес. Чувствую себя обезьяной с гранатой сейчас. Судя по всему, вот так он у нас устанавливается. В качестве испытуемого мы возьмем с вами Canon 5 с 1740 объективом. Здесь у нас Manfrotto совместимая площадка 501 со шкалой и поддержкой линз. Сейчас мы разберемся. Сейчас я установлю и вернусь обратно. Полезли смотреть инструкцию. Ну что же, отбалансировал я камеру.
не самая простая задача, как выяснилось. Но я вам примерно покажу, что из себя представляет отбалансированное устройство. Сейчас оно в выключенном положении. Когда я сделаю полный обзор на него про балансировочку. Отдельно, как это балансируется, чтобы не затягивать вот это видео. Про балансировку я сделаю отдельный ролик. По каким осям. Итак, дальше. Какой момент я упустил? Где у нас находятся батарейки? Питается устройство на 3 батарейках 18650, они идут в комплекте. Вот 3 таких вот батареечки сразу стоят. Они изначально заряжены не полностью. Заряжать можно как через порт. Здесь порт USB для зарядки есть. Также можно заряжать отдельными зарядками для батареек 18650. Что я хочу сказать, вот реально он хоть и называется однорукий, да, но с пятаком, с 5-м Canon, это, конечно, я не знаю, надо ходить в тренажерный зал, но это надо быть таким большим, серьезным дядькой. И вот через 5-10 минут съемок вы, конечно, уже пожалеете о том, что вы его купили. То есть, как минимум, очень в этом плане помогает нам штатив для удержания дополнительно второй рукой. Давайте попробуем включить. Первое включение. Да, еще один момент я забыл уточнить. Обязательно полностью затягивайте камеру и крепление под линзу. Обязательно затягивайте камеру и крепление под линзу. В противном случае вы замучите балансировать, камера будет ползать туда-сюда. То есть убедитесь, что у вас все винты хорошо закручены на всех осях. То есть 1, 2, 3, 4 винта у вас должно быть очень хорошо затянуты. Но без, конечно, сумасшествия. Ну что, включаемся. При включении у нас он пишет надпись Zhiyun и переходит в режим PF. Здесь мы видим с вами джойстик Follow Focus. Он нам сейчас в принципе не нужен, мы на него не реагируем. Джойстик управления положением камер, который опускает и поднимает камеру в режиме Pan Follow. В разных режимах джойстик работает по-разному. Кнопка записи, она же кнопка включения. И быстренько пробежимся по меню. Первое, что нас встречает, это чувствительность. Потом вращением мы выбираем моторы, камера, калибровку, угол, реверс и about. Позже, когда я буду делать полный обзор на это устройство, более подробно, я вам расскажу, какие предустановки лучше, под какую камеру. Вообще она будет использоваться, точнее, стабилизатор будет использоваться с камерой Sony A7S II и объективом 16-35×4. Нелогично здесь вообще меню. Здесь мы, кстати, можем реверсировать настройки для джойстика и для колеса. То есть мы можем сделать обратное движение для этого колеса и обратное движение для этого джойстика. То есть при движении, например, вниз у нас камера поднимается вверх, и при движении вверх камера пойдет вниз. Основной момент: после выбора камеры вам следует перезагрузить устройство. Нажимаем, удерживаем его, выключили и опять его включаем. И оно уже будет рассчитано под камеру Canon в данном случае. Кратко пробежимся по основным режимам, в которых он работает. И подведем короткие итоги. И полный обзор уже смотрите вот, где-то в описании будет вот здесь, вот либо здесь, где-то я воткну ссылочку на полный обзор. Так что не забывайте подписываться на канал, делитесь и ставьте лайки, не забывайте. Для вас стараюсь. Ну и для себя чуть-чуть. При включении у нас режим
pan follow. То есть медленное панорамирование влево-вправо и удержание горизонта проходит вот в таком вот режиме у нас. То есть камера у вас идет вращение влево, вправо, и как бы мы ни опускали, она всегда будет держать горизонт. Следующий режим у нас двойным щелчком включается, это follow mode. То есть при отклонении штатива вперед или назад, соответственно, у нас объектив начинает клевать носом вперед или назад. Следующий у нас режим это режим lock. Вне зависимости от того, куда бы я ни вращал, куда бы я ни перемещался, камера все время будет смотреть в одну и ту же самую точку. То есть это удобно делать, например, пролеты, как со слайдера. Я прохожу, камера у меня постоянно смотрит в одном и том же направлении. Она держит уровень горизонта и следует за движением влево-вправо, то есть она не уходит. Фух. Ох, накачаемся. Вот, самое идеальное устройство. Маленькое, хорошее, не тяжелое, очень удобно. Вот. Не вот эта дура. Или вот это. О, хорошо, легко, смотрите, он прям ничего не весит. Вот так у нас выглядит Smooth. Мне казалось раньше, что он большой, Smooth 2. А нет! Вот, и все, что надо. Вот. Это такая серьезная дура. Вот маленькая и удобная штучка для всех случаев жизни. Берете маленький телефон, маленький стабилизатор и погнали снимать. Шучу. Для работы нужна большая. Это для работы. Давайте подведем итоги всего вышеперечисленного. Для кого нужен этот стабилизатор? Это нужен для тех, кто занимается профессиональной видеосъемкой. Ни разу это не любительское устройство. Стоит оно $750 у производителя. Ссылочку на это устройство я оставлю внизу описании. Ну, соответственно, я оставлю ссылочку и на крейн для камеры, и на Rider M. Поддержите канал. У нас с вами еще будет много интересных обзоров. Будет обзор на это устройство, будет обзор детальный на это устройство. Поэтому не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк и до новых встреч. Всем пока!